Исковерканные судьбы. Автор Ким. Источник сайт Фостор.ру. Дмитрий был единственным ребенком в семье, а потому рос балованным, не знавшим отказа ни в чем. К получению знаний тоже не стремился. В школе учился через пень-колоду, но и там ему многое прощалось за спортивные достижения, чтоб добавляли славы сельской школы. В армии ему тоже пришлось легче. По сравнению с городскими дистрофиками, он был былинным богатырем, и все давалось ему легко. А после службы он с радостью принял предложение сверхсрочной. Уже не надо было думать о работе в колхозе, да и от родительской опеки хотелось избавиться. И здесь ему баловню повезло. Назначение он получил в подмосковную часть. Не столица, но и не родное захолустье. И пошла веселая жизнь. Днем служба, а вечера и выходные в гулянках. Мама с бабушкой далеко, присмотреть некому. Но молодость и весна берут свое. Наконец-то он встретил девушку, похожую на ту, что ему напророчила бабка, и с которой решил связать жизнь, о чем и не замедлил сообщить родным. Письмо получила бабуля Дмитрия, что на всю округу славилась искусной гадалкой. Еще не показав письмо дочери, она взялась за карты. Возвратившись домой, мама Дмитрия застала свою свекровь в крайнем возбуждении. Та показала ей письмо и пояснила, что карты предвещают любимому внуку быть под каблуком жены, особо расчетливой и властной, что это не та женщина, что ему суждена, внешность его обманула. На семейном совете было решено, надо спасать любимое чадо, и в часть полетела телеграмма, повествующая о тяжелой болезни бабушки. Дмитрий выхлопотал отпуск и незамедлительно выехал домой. Бабушка старательно и артистично разыгрывала из себя полутруп, не встающий с постели. А мама тем временем договорилась с местным почтальоном, чтобы всю почту сына отдавали ей. В итоге Дмитрий, не получающий весточек от возлюбленной, ходил мрачнее тучи. Надо сказать, что со стороны женской части местного населения он пользовался огромным успехом. Да только сам не желал ни с кем встречаться. Все ждал письма. Вот и решили в семье, чтобы сестра двоюродная взяла над ним опеку. Потаскала по вечеринкам и деревенским дискотекам. Там однажды он и встретил девушку, которая ему приглянулась. А может, просто устал от одиночества, кто знает. Но однажды наутро родные увидели выходящую из комнаты парочку, глядящую друг на друга с любовью. Все завертелось какой-то немысленной быстротой, так как девушка была не местная. Папа с мамой втайне нашли ее родителей и, посидев с ними вечерок, сговорились об ответном визите. А тот уже больше походил на сговор перед свадьбой. Молодежь только головами крутить успевала от таких новостей. Но, будучи сильно увлеченными друг дружкой, отдались на волю родни. К событиям привлекли еще одного влиятельного родственника, что похлопотал о переводе Дмитрия в воинскую часть, расположенную почти возле родной деревни. Во всей этой круговерти забыли предупредить бабушку, что уже пошла на поправку, но из дома еще не выходила. Когда та, узнав, раскинула свою колоду, то родные решили, что бабка лишилась рассудка. Она кричала и взывала, чтобы не вздумывали устраивать свадьбу. С невестой вместе в дом придет смерть. Но здесь невестка ее не послушала и, сама почитав карточный расклад, определила, что ничего плохого не должно произойти. Свадьбу гуляли широко. Была вся родня. Гости съехались со всей округи, в том числе и новые сослуживцы. Вот с одним из них, молоденьким лейтенантом, и вышел пьяный конфликт у местного участкового. Чего они там не поделили, неважно. Но участковый, не выдержав напора, перемахнул через забор и дал дёру. А воодушевленный успехом лейтенант, как учил устав, бросился догонять отступающего противника. Да только пьяный мозг потянул его за руль грузовика, на котором они приехали.
Разворачиваясь в темноте, он не увидел курящего возле ворот отца жениха и стоптал его вместе с воротами. Семейная жизнь новобрачных началась с похорон. Бабушка, лишившаяся сына и возненавидевшая невестку, которая своим ослушанием погубила мужа, оформилась в дом престарелых, и в деревне ее больше не видели. Она и там снискала себе славу умелой гадалки и помощницы в делах. К ней стояли очереди, и только своих близких она не желала видеть, отказавшись от посещений. Там она и скончалась, предупредив руководство, чтобы не сообщали семье, и заранее оплатив свои похороны. Внук иногда ее видел во сне, где она просила починить крышу на своем домике. Да, домика того уже не было, одни обвалившиеся стены. Дмитрий прожил в браке, как во сне. Пил, гулял или старался побольше времени проводить в части, а не дома с женой. Детишек у них не было. Спустя 10 лет он встретил женщину, в которой сразу же даже не узнал, а почувствовал душой ту, что нагадала ему бабушка еще едва ли не в детстве. Жена была не против развода. Все равно жила ни жена, ни вдова. Так что расставание прошло без слез и упреков. Женившись вновь, Дмитрий наконец-то почувствовал, что нашел свое тихое семейное счастье. Пискария «Премудрость» или «От судьбы не уйдешь». Автор Индиго. Источник сайт Фостор.ру. Эту историю мне рассказала одна знакомая моей мамы, которая до сих пор работает вместе с ней в парикмахерской. Так вот, у этой знакомой был дядя. Жил он тогда далеко от нашего городка в деревне Ключики, в которой обитала женщина-знахарка. И лечила она людей, и порчи снимала, и будущее предсказывала. Народ с других городов ездил к ней за помощью. По молодости лет и дядя знакомый решил к ней заглянуть, любопытство ради. Зашел к ней в дом, весь нетерпение, а вышел весь хмурый да серьезный. Сказала ведьма ему, что помрет дядька без семьи, без детей от несчастного случая. Один-одинешенек под 40 лет. Назвала она ему дату и год его кончины. С той поры мужичок этот дома заперся, как отшельник. Выходил редко, почти ни с кем не разговаривал. И о родне позабыл. Все о смерти думал, да как ее избежать. Помнил он то заветное число, как Отче наш. Думал он такую думу, что если из дому не выходить, то и на случаи эти несчастные не напоришься. Всю жизнь дядя так проосторожничал, на женщин не заглядывался, все боялся нос из дома высунуть. Вдруг смертушка там возле дверей поджидает. Ну их, этих женщин. И так от них проблемы, а тут еще что похуже может случиться. Так вот, и пролетело много времени, пока не настал тот самый год и то число, названное женщиной-знахаркой. В тот день дядя твердо решил вообще никуда не выходить. Двери все запер и окна закрыл. Еще и шторами плотно завесил на всякий случай. Пошатался по дому, да спать пошел. Знакомая рассказывала, что долго потом не могла до него дозвониться. На телефон он всегда отвечал, а тут ни ответа, ни привета. Потом нашли этого дядю, выломал все запертые двери, а лежал он на своем диванчике с проломленной головой. Над диваном у него были какие-то полки. И надо же, в тот день самая тяжелая тарелка опрокинулась ему прямо на голову. Так вот, и умер этот дядя. Одинокий, без семьи, под 40 лет от несчастного случая. Вот она судьба. Как ты ни крутись, как ни юли, а все равно она тебя настигнет. Никуда не спрячешься и никуда не убежишь. Все происходит в свое время и в свой час. Смерти не избежишь. После смены. Автор Май Паранойя. Источник сайт Фостор.ру. Здравствуйте. Хотел бы поделиться с вами моей историей. Сколько в ней мистики каждый сможет решить для себя сам. Я же после всего произошедшего обрел стойкий интерес к подобного рода событиям. Чтобы вы могли лучше меня понять, придется рассказать кое-что обо мне.
Была у меня девушка Света. Познакомились мы практически сразу после моего переезда. Она жила в той же Парадной, но и завертелась. Встречи в кафе и ресторанах, прогулки под луной. Знаете, как это бывает. Как-то незаметно она переехала ко мне, а вскоре я узнал, что она балуется наркотиками. Не буду утомлять вас подробностями нашей жизни. Скажу лишь, что ее увлечение запрещенными препаратами стало заходить все дальше и дальше. Разговоры и скандалы не помогали. А когда я заметил, что из квартиры стали пропадать деньги, я решил поставить точку в наших отношениях. После этого 2 года мы не общались, даже не здоровались. Но от общих знакомых я знал, что Света совсем пошла по наклонной. Как-то даже решил зайти к ней и поговорить. Она встретила меня в дверях бледная, осунувшаяся, и сказала, что не хочет иметь со мной ничего общего. Я и не настаивал. А еще у меня есть кот, отношения с которым сложились не в пример лучше. Кота зовут Тимофей. Белый с черными пятнами, бандитской мордой и огромными лапами. Встретились мы с ним около моей Парадной лет 5 назад. Я сидел и курил, а он, будучи котенком, залез ко мне на колени. Так и началась наша долгая дружба. В то утро вернулся я уставший после смены. Тимофей, как всегда, встречает на пороге. Глажу его, убираюсь, даю корм, меняю воду. В это время в ванной набирается вода, а на кухне чайник кипятится. Есть у меня такая слабость. Люблю ванну принимать с детства. Налью, возьму книгу, чай или кофе, и могу не вылезать оттуда несколько часов. Даже бывает сплю там. Ванна в новой квартире у меня соответствует моим вкусам. Настоящий бассейн. Даже квартиру покупал с оглядкой на габариты в ванной комнате. Завариваю литровую кружку чая, беру печенье, книгу и направляюсь в ванную. Тимофей по традиции устраивается на стиральной машинке, умывается и отходит ко сну. Через какое-то время чувствую, что глаза начинают закрываться. Откладываю книгу, подливаю теплой воды и тоже собираюсь подремать. Поднимаю глаза, смотрю, стоит Света, моя бывшая, без белья. Мы с ней раньше в ванной любили вместе время провести. Не говоря ни слова, залезает ко мне, а я не сказать, что сильно был против. Не знаю, сколько времени прошло, но чем дальше, тем мне все страннее все казалось. И тут черт меня дернул отвлечься и взглянуть ей в лицо. Все какое-то бледное, зрачки по 5 копеек и перекошенная гримасой такой злости, которую я у людей ни до, ни после не видел. Тут-то я и струхнул, понял, что творится какая-то фигня. Ведь ключей от моей квартиры у Свети уже как 2 года нет. Попытался скинуть ее с себя, но не тут-то было. Вместо того, чтобы слезть, Светка вцепилась мне в горло и начала топить. Знаете, я мужчина достаточно крупный, да и тренируюсь регулярно. Она же весила от силы 50 килограмм. Но как я не пытался скинуть ее с себя или разжать хватку на моей шее, ничего не получалось. Руки и ноги скользили по акриловой ванне. С каждой секундой сопротивляться было все труднее. Пытался что-то кричать, но рот и нос заливало водой. Резкая боль в руке выдернула из темноты. Рывком выскочил из воды, закашлялся. Пару раз меня вывернуло прямо в ванну. Все это время мокрый Тимофей с окровавленной мордой орал не своим голосом, сидя на стиральной машине. Посмотрел на руку, вся разодрана и в крови. Как потом выяснилось, кот умудрился прокусить предплечье до кости. Получается, я заснул в ванной и начал тонуть. А кот, почувствовав неладное, решил меня разбудить, за что ему огромное спасибо. Света мне приснилась, поэтому я не придавал значения разным странностям. Выпив коньяка, я списал все на переутомление и какой-нибудь сонный паралич. Или чем там сейчас принято объяснять такие ситуации. Так бы и забыл об этом. Но то, что произошло через 2 дня, очень сильно повлияло на мою жизнь. Можно сказать, перевернуло с ног на голову. Через 2 дня в дверь позвонили. Полиция искала понятых для вскрытия квартиры. А поскольку были будни, то в поисках они дошли до моего этажа.
Вскрывали дверь в Светину квартиру. Ее нашли в ванной. Умерла от передозировки 2 дня назад. С котом, если кому интересно, все хорошо, а шрамов на руке уже почти не видно. Хозяин леса. Автор Май Паранойя. Источник сайт Фостер.ру. Эту историю я услышал от Николая. Познакомились мы с ним на одном из энергообъектов Ленинградской области. Несмотря на большую разницу в возрасте, мы быстро нашли общий язык, так как оба увлекаемся охотой и рыбалкой. В одни из выходных собрались мы порыбачить на Луге. Благо, от места командировки до нее было рукой подать. Приехали, поставили палатку, закинули донки, развели костер. Николай собеседник отличный, а уж истории про охоту и рыбалку он может рассказывать сутки напролет. Родился и вырос он в Карелии, а охотиться стал лет с 14. Клев в тот раз категорически не шел, а ночь выдалась достаточно холодной. Через несколько часов и бутылки коньяка, выпитой для сугреву, я не удержался и рассказал историю о Свете. Ожидал вполне стандартной скептицизма или шуток в свой адрес. Но, к моему удивлению, Николай воспринял все вполне серьезно и рассказал мне историю своей жизни. Далее буду писать от его имени. Во-первых, потому что так атмосферней, а во-вторых, потому что не умею писать от третьего лица, от слова «вообще». Дело было в начале 90-х. Жил и работал я тогда недалеко от станции Янинсьярвы на железной дороге. После перестройки работы было мало, денег и еды было еще меньше, поэтому многие мужчины промышляли охотой и рыбалкой. Браконьерствовали, конечно, страшно, и сети ставили, и охотились вне сезон. Но лесники все были свои, и за бутылку самогона могли закрыть глаза на что угодно. Да что уж говорить, самыми страшными браконьерами как раз они и были. В 2 домах от меня жил Аполлоныч. Хороший мужик, егерем был и по совместительству главным браконьером. Стрелял во все, что же движется, прямо из окна своей Нивы. А потом организовал что-то вроде бизнеса. Устраивал охоты для богатых в любой сезон и на любую дичь. Охотником был отличным, повадки зверей знал. Я с ним часто на охоту ходил. Через какое-то время стал меня и моего друга Василия с собой брать на некоторые охоты. Например, на медведя на берлоге. Мы страховать должны были на случай, если клиент промахнется или испугается. Нам за это денежка полагалась, по тем временам весьма немалая. Время шло, и бизнес Аполлоныча процветал. Появились и постоянные клиенты, такие как Павел Андреевич. Сейчас бы его называли новым русским, но в то время таких, как он, называли просто братки. Жил он в Питере. Первый раз на охоту приехал с кем-то из знакомых. Захватило его это дело. Купил он себе дорогой карабин и стал приезжать чуть ли не каждый месяц. Сам я с ним общался мало. Всегда старался держаться на расстоянии от таких людей. С виду мужик как мужик, чуть за 30. Но вот только до крови жадный оказался. Не сама охота ему нравилась, а убийство. Ведь как бывает, целый день по лесу проходишь, никого не встретишь даже, а все равно удовольствие получишь. С Павлом было не так. Ему даже трофеи не нужны были. Мясо дичи он не ел, всегда еду с собой привозил. А убивать вот очень любил, особенно крупную дичь. Кабана, оленя, медведя. На медведя особенно нравилось ему ходить. А Аполлоныч рад стараться был. Наделал засидок, засеял поля овсом. Зимой на берлогу ходили. Медведей в то время было в наших лесах много. Но после нескольких лет браконьерства их количество сократилось. Уж не знаю, кому и как они платили, и с кем договаривались. Но на это все закрывали глаза, по крайней мере в нашем лесничестве. А Павлу каждый раз везло. Некоторые люди годами на медведя ходят и взять не могут. А Павел чуть ли не на каждый раз с добычей. За год бывало по 5-7 медведей убивал. Никого не щадил.
ни самок, ни медвежат. Стоит должное ему отдать, стрелял он отлично и ни разу не испугался. Многие, кто первый раз на медведя ходят, от страха парализует. Ни убежать не могут, ни выстрелить, когда косолапый на них бежит. Для таких ситуаций как раз и нужны были мы. Промахнулся клиент по медведю или испугался, стрелять Аполлоныч начинал. А если и он не убивал, то мы с Василием подключались. И вот однажды в середине зимы, перед очередным приездом Павла, пошел Аполлоныч берлогу искать, чтобы охоту устроить. Снег тогда еще в начале ноября выпал, да так и лежал. Вернулся к вечеру, рассказал, что нашел берлогу и следы вокруг нее. Судя по ним, медведь далеко от берлоги не отходил и регулярно туда возвращался. Но оттепели не было с самого начала зимы. Мы подумали, что это шатун. Его так и так убивать надо, пока к деревне не вышел или кого из людей не задрал. Я предложил отправиться на место утром, но Аполлоныч решил подождать пару дней приезда Павла. Через 3 дня по свежему снегу мы отправились на охоту. Около полудня были на месте. Берлога располагалась в небольшом овраге, дно которого было покрыто медвежьими следами. Судя по реакции лаек, медведь был в берлоге. Собак решили поберечь. Василий срубил молодую березку и начал шурудить ей в берлоге. Время шло, ничего не происходило, но собаки все никак не могли успокоиться. Через час, уже изрядно замерзнув, мы решили, что медведя все-таки в берлоге нет. А собаки так реагируют на его запах. Расслабились. Тут-то все и началось. Он появился на вершине склона и сразу же напал на нас. Буквально скатился вниз. Он не издавал ни звука. Честно говоря, я до сих пор не знаю, был ли это просто медведь. Один раз я видел труп 550-килограммового самца, но то, что напало на нас, было гораздо крупнее. Первыми пришли в себя собаки. Они не бросились на него, а с визгом кинулись в рассыпную. Мы схватились за оружие. Аполлоныч с Павлом начали стрелять первые. У них были карабины. Я стоял ближе всего к склону. Это существо бежало прямо на меня. Я выстрелил из 2 стволов одновременно, а потом меня просто втоптало в снег. Очнулся я от того, что меня тряс Вася. Помогать Павлу и Аполлонычу уже было бессмысленно. Меня спасла только толстая фуфайка. Отделался ушибленными ребрами и сотрясением. Кое-как с Василием дошли до деревни, позвонили куда следует. По пути Вася заплетающимся языком рассказал, что, перескочив через меня, медведь кинулся на Павла. Павел стрелял до последнего, в упор, но это его не спасло. Аполлоныч попытался вскарабкаться на склон. Ему почти удалось. Но медведь схватил его за ногу и стащил вниз. Что случилось потом, несложно представить. Василий ко времени нападения уже успел разрядить ружье. Он попытался залезть по склону, но поскользнулся и упал вниз. Понял, что сейчас убьют и его. Но существо даже не обратило на него внимания. Развернулось и потрусило к выходу из оврага. Потом Вася впал в ступор. Сколько он просидел на дне оврага, не помнил. А когда немного отошел, заметил, что я подаю признаки жизни, и бросился приводить меня в чувство. На следующее утро с егерями и милиционерами пошли на место. Надо было выследить и убить медведя, пока следы не занесло. Да и уверены мы были, что ранили его смертельно. Невозможно было с такого расстояния промазать. Следы основательно занесло снегом, который шел ночью, но кровь была. И Павла с Аполлонычем, и цепочка капель, уходящая в лес. Пошли по ней с собаками. Шли несколько часов до болота. Там следы заканчивались, а собаки так и не смогли взять след. Все пришли к выводу, что на нас напал просто крупный медведь. Мы согласились, потому как не знали, как еще можно объяснить случившееся. Несколько из егерей были мне знакомы. Через некоторое время я узнал подробности. Оказывается, из берлоги было 2 выхода, и это существо, скорее всего, было в берлоге, когда мы пытались выманить его оттуда.
но вместо того, чтобы кинуться на нас, оно вышло с другой стороны оврага, поднялось на склон и только потом напало. А собаки чуяли его все это время. Уже почти 20 лет прошло с тех событий, а я до сих пор не знаю, что это было. Не уверен, что это был медведь. Мы с Васей до сих пор общаемся. Я думаю, что он видел больше, чем говорит. Но на все мои расспросы он или отмалчивается, или рассказывает то, что рассказал тогда в лесу. В ту зиму при схожих обстоятельствах погибло еще несколько человек из соседних деревень. Во всех случаях фигурировал очень крупный самец. Он нападал внезапно, часто из засады. Охотники сами становились добычей. Он никогда не ел свои жертвы, даже если убивал одинокого охотника. Для шатуна это поведение более чем странное. Те, кто выживал после встречи с ним, клялись и божились, что стреляли в него и попадали. Егеря несколько раз пытались пройти по свежим следам и следам крови, но каждый раз следы приводили в болото и обрывались. Люди перестали ходить в лес, а если и выбирались, то большими группами. Вспомнились старые легенды о хозяине леса, который наказывает тех, кто без должного уважения ведет себя в лесу и убивает дичь ради забавы. Люди посмеивались над этими рассказами, не принимали всерьез. Но, как мне кажется, где-то в глубине души в них верили. Уж слишком необъяснимые события происходили тогда в лесу. Зима закончилась, прошла весна, наступило лето. Нападения закончились. Егеря посчитали, что медведь или умер, или перебрался в другое место. Так и закончилась эта история. Почему это существо не убило меня и Васю, до сих пор не знаю. На медведей больше не охочусь. Вот такую историю услышал я на рыбалке. Хочу заметить, что при описании нападения я использовал фразы «это существо», «оно» и так далее, не по своей прихоти. Так говорил Николай, когда описывал события того дня. Так написал и я. Возможно, я кое-где приукрасил историю. Есть за мной такой грешок. Но факты я не искажал. Пишу так, как мне рассказали.